Приступаю к уплетанию узора крестики на своем бельевом коробе. И первое, что нужно знать, для плетения данного узора понадобится как минимум 3 рабочие трубочки, которые выходят из-за 3 стоек соответственно. Первая рабочая трубочка и последняя всегда при выплетании данного узора остаются одинарными. А вот та, что посередине, может быть одинарной, двойной, тройной и так далее. Для плетения моего узора мне понадобится 3 рабочие трубочки из-за средней стойки. Беру дополнительные 2, которые сейчас буду подклеивать. Уже показывала, как я это делаю. Проминаю концы трубочек, подрезаю их, прокапываю клеем. И теперь мне, по идее, нужно завести их, подклеить за средней стойкой, чтобы пучок из 3 выходил. Но при выплетании рисунка вот эта трубочка первая пойдет наверх. И здесь образуется пустота между первой и второй стойкой. Некрасиво. Как я поступаю? Подклеиваю рабочую трубочку одну за второй стойкой. Завожу ее между стоечками. Опускаю вниз поверх имеющийся рабочий, зажимаю между стойками и слегка подтягиваю кончик, чтобы не было видно. В общем-то, я уже не первый раз это показываю. Подержала 2 секундочки, пока она подклеивается, я вторую трубочку буду подклеивать. Но теперь не поверх имеющийся рабочий, а снизу, под ней. Также между стойками зажимаю, подтягиваю слегка. Все оставляю. Излишки клея нужно убрать. Ну и жду парочку секунд, чтобы все схватилось. Так, получается, из-за первой стойки сейчас 2 рабочие трубочки, из-за второй тоже 2. Мне нужно одну трубочку из-за первой стойки вывести за вторую. Вот беру верхнюю, довожу, слегка подгибаю, увожу за вторую стойку. И теперь у меня из-за второй стойки пучочек из 3 трубочек выходит. Из-за первой стойки одинарная и одинарная из-за третьей стойки. Раз, два, три. Узор крестики плетется следующим образом. Беру пучок из 3 трубочек, в данном случае у вас может быть 2, 3, 4, там, неважно. В общем, начинаем с него. Провожу перед стойкой за следующую. Завела. Аккуратно укладываю поверх рабочей трубочки за третьей стойки, которая получается снизу теперь лежит под пучком, под этим. Не сильно прижимаю, чтобы трубочка не смялась, не сплющилась. Так, теперь беру эту рабочую трубочку за первой стойки, провожу ее перед стойкой за следующую. Завела. Так, начинают трубочки, стойки мои из-за плотного плетения, здесь же у меня 3 трубочки, на меня уходить. Поэтому я слегка помогаю, придерживаю стойки, прижимаю ее к форме, берусь за верхнюю одинарную рабочую трубочку и начинаю вести ее вниз перед стойкой за стойку следующую, только снизу под этим пучком из 3 рабочих трубочек. Вот так держу стойки, придерживаю перед стойкой, которая проходит рабочая трубочка слегка, и завожу аккуратненько. Завела. Сильно ее тут не приминаю пока. Аккуратно опускаю 3 трубочки. Пучок мой. Сразу стоечки выравниваю. Теперь берусь за одинарную нижнюю рабочую трубочку и крест-накрест выкладываю перед стойкой. Вот образую крестик.
перед стойкой за стойку сверху пучка из 3 трубочек. Вот что получается. Дальше снова берусь за 3 трубочки, завожу за стойку следующую, завела. Всегда пучок этот прижимаю, чтобы здесь не образовались заломчики. Отпустила. Снова беру верхнюю одинарную и аккуратно веду перед стойкой вниз за следующую стойку. Придерживаю все. Вверх приподнимаю пучок на себя. Завожу одинарную трубочку за стойку. Я не начинаю сразу все приминать. Аккуратненько придерживаю стойки. И этот пучок из 3 потихоньку опускаю вниз. Потихоньку. Вот. Теперь опять беру нижнюю. Крестиком перед стойкой выкладываю. И завожу за стойку. Здесь сейчас мне уже нужно делать наращивание, потому что длины трубочки не хватит до следующего раза. Ну, как бы вроде хватает, да, но по правилам наращивания у меня скрутка вот здесь. Вот я подомну, покажу. Здесь уже мягкий кончик. Более подробно есть видео на моем канале. Ссылка, конечно же, в описании. Поэтому наращивать я вот в этом месте буду. Завожу за стойку. Крестику придерживаю вот этот образовавшийся аккуратно. Все, завела, стоечку прижала. Теперь плетение можно слегка поправлять. Очень аккуратно. Опять беремся за пучок из 3 трубочек. Довожу до стойки. Подгибаю. Тынц. И я понимаю, что сейчас мне тоже вот в этом месте нужно делать наращивание. Не хватает длины до следующей стойки. Нарастила. И завожу за стойку. Стоечку на себя. Завела 3 трубочки. Выправляю стойки все. Ну и все. Дальше все то же самое. Сейчас покажу, как третью буду наращивать. Получается, у меня здесь наращивание, здесь наращивание. И теперь буду наращивать следующую одинарную трубочку. Для начала я выведу верхнюю рабочую одинарную вниз под пучок из 3 рабочих трубочек за стойку. Этот мне нужно хвостик крестиком выложить перед стойкой и завести за следующую. Так, ну и добралась я до начала плетения. Вот они мои 1, 2, 3 изначальные стойки, с которых начинала плести. И я не заканчиваю сейчас свое плетение, а продолжаю дальше. У меня нечетное количество стоек, поэтому показать, как закрывать данный узор после проплетания первого ряда не получится, так как необходимо четное количество стоек, чтобы рисунок совпал при закрытии одного ряда. Нечетное количество стоек мне нужно для того, чтобы мой узор не совпадал и при дальнейшем выплетании шел в шахматном порядке. Сейчас я немножко проплету и покажу вам. В общем-то, здесь переходы никакие не делаются при дальнейшем плетении. Просто плету дальше, как так называемое по спирали плетение. По спирали, потому что закрыли ряд и уходим сразу, видите, наверх на следующий. Немножко здесь можно плетение прижать, чтобы все более аккуратно было. И вот, смотрите, сейчас вы увидите. Я далее по узору плету. И образую крестик. И теперь
мои крестики пойдут в шахматном порядке. Здесь, 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 здесь. Вот так. И так по всей высоте, если я решу там дальше много сплести стенку из этого рисунка. Если бы у меня было четное количество стоек, то вот эти все крестики, они шли бы один над другим. Если вдруг вам необходимо будет на четном количестве стоек проплести узор со смещением, да, в шахматном порядке, то необходимо в самом начале перед вашими тремя стойками, перед ними за тремя предыдущими стойками ввести такое же точное количество рабочих трубочек и плести вдогонку. Один ряд и следом второй. Тогда рисунок будет идти в шахматном порядке, как вам и нужно. Единственное, что это вызовет небольшое нагромождение по задней стенке, да, откуда вы начнете. И также потяжелее будет заканчивать сразу два ряда плетения. Но этот вариант возможен. Ну все, заканчиваю 7-й ряд плетения узора крестики. И мне нужно его как-то закончить. Так как количество стоек нечетное, рисунок наверху не будет совпадать. В общем-то, придется снова выходить из положения. Сделаю все аккуратно и красиво. Вот они мои 1, 2, 3 стойки первоначальные. И мне еще немножко нужно доплести. Завожу верхнюю вниз, одинарную, проплетаю тройными трубочками. Вот она моя первая стойка. Сразу завожу вторую поверх. Так, и теперь мне нужно увести ее вниз. Это уже вторая у меня стойка. Так, эту трубочку оставлю. Эту заведу наверх. Видите, пучок из 3 трубочек у меня. Я его плотненько прижимаю. Одну трубочку верхнюю оставляю для дальнейшего плетения. И завожу за вторую стойку следующую по рисунку трубочку. У меня здесь трубочка осталась. И теперь я поступаю вот так. Здесь одну оставляю, здесь одну оставляю, а эту завожу за 3-ю стойку. Так, далее я продолжу плетение веревочки из 3 вот этими 3 рабочими трубочками. Лишние трубочки аккуратно подрезаю в плетение и прижимаю плотно место перехода. Показываю вам, что получилось. А получилось вот что. Красота! Очень выгодное сочетание узоров крестики с узором косы на коробе большом смотрится невероятно. На этом мое видео подошло к концу. Не забывайте заглядывать в описание под видео. Там все полезные ссылочки и информация какая-то. Спасибо всем огромное за просмотр. И пока-пока.